Мы с вами очень хорошо знакомы с китайским брендом Fifine. Именно так правильно, а не Fifine, как я все время говорил. По подсказке в правом верхнем углу экрана вы сможете найти на моем канале плейлист, где достаточно большое количество обзоров различных устройств данного бренда. В основном, конечно же, это микрофоны, что является их основной специализацией. Прямо сейчас перед моими глазами, на ваших экранах и в ваших ушах новый флагманский конденсаторный USB микрофон компании Fifine модель Profile 3. Добрый день, дорогие друзья, подписчики и зрители канала, меня зовут Даниил, и сегодня я вас познакомлю с этим устройством. Ну что ж, приступим. На протяжении абсолютно всего ролика вы будете слышать меня только через этот микрофон. Комплект поставки данного микрофона очень и очень скромный. Вот в такой вот коробочке, на которой описаны все основные преимущества данного микрофона, вы сможете обнаружить непосредственно сам микрофон, USB, кабель, мануал цветной, где все подробно рассказано и показано, и вот такую вот подставочку для того, чтобы установить этот микрофон на какой-либо поверхности, если у вас нету микрофонной стойки или пантографа. В данный момент микрофон установлен у меня на пантографе, между прочим, тоже от Fifine, модель BM88, и вообще на все устройства этого бренда, которые сегодня будут упоминаться в ролике, вы сможете посмотреть, опять-таки в том же самом плейлисте, обзоры на моем канале. Мы сегодня обязательно еще попробуем установить микрофон на стол, вот на эту подставочку, чтобы понять, насколько хорошо он улавливает всякие разные посторонние звуки, которые могут быть у вас на рабочем месте в момент записи на этот микрофон, поскольку он не динамический, а конденсаторный и достаточно хорошо улавливает всякие разные посторонние звуки. Это, как я уже и сказал, USB микрофон типа Plug and Play, то есть подключили к устройству и сразу же все работает без установки каких-либо дополнительных драйверов. Микрофон относится к серии AmpliTank. Мы уже с вами смотрели на одно из устройств данного бренда из этой серии динамический микрофон Tank 3. Этот микрофон тоже, так сказать, повторяет стиль данной серии. Он строгий, достаточно увесистый, потому что выполнен в металлическом корпусе, и в нем отсутствует какая-либо подсветка, кроме индикации работы микрофона. Это небольшая механическая кнопка на лицевой стороне микрофона, которая отвечает за его включение или выключение. У Fifine есть еще серия AmpliGain, и вот там вот все устройства, практически на каждой из которых мы с вами смотрели, обладают RGB подсветкой. Здесь же все достаточно строго и, можно сказать, профессионально. Я вот туда периодически смотрю, во-первых, мониторю запись, а во-вторых, чтобы ничего не забыть вам про этот микрофон рассказать. И пока мы далеко не ушли от кнопочки мьюта, давайте я вам продемонстрирую это в действии. Сейчас я буду говорить и попробую выключить этот микрофон, тем самым мы с вами будем понимать, насколько хорошо будет слышно работу механической кнопки, находящейся на корпусе данного микрофона, если вы, допустим, во время записи или разговора хотите незаметно выключить микрофон. Вот, пожалуйста, как обычно, я буду говорить без остановки, и в один прекрасный момент теперь он снова включится, и вы сейчас прекрасно могли слышать, насколько хорошо, ощутимо действие этой кнопки прямо во время записи. Чувствительность данного микрофона 77 дБ, и поскольку его интерфейсом является USB, это говорит нам о том, что в сам микрофон встроена звуковая карта, которая имеет преобразователь звука до 24 бит с частотой дискретизации 192 тысячи Гц. А это, на минуточку, показатель достаточно профессиональных, мощных и недешевых звуковых карт. Если вы приобретете данный микрофон и, само собой, захотите, чтобы он записывал у вас в максимальном качестве, не забудьте через панель управления в настройках звука в компьютере включить ему 24 бита и 192 тысячи Гц. Давайте теперь пробежимся по самому микрофону, по разъемам и элементам управления, которые находятся на его корпусе. На нижней панели микрофона два стандартных разъема USB Type-C для подключения к какому-либо устройству и 3,5 мм разъем для подключения устройства воспроизведения, через которое вы будете мониторить запись звука в режиме реального времени. Именно этим я сейчас и занимаюсь через подключенные напрямую в микрофон наушники. Также там присутствует переключатель обрезного фильтра Low Cut с обрезкой записи голоса до 150 Гц. И прямо сейчас в режиме реального времени я вам предлагаю это сделать.
Сейчас мы слышим, как у нас работает обрезной фильтр Low Cut, и, на мой взгляд, в предыдущем режиме гораздо более приятный, глубокий и насыщенный голос, поэтому давайте мы с вами останемся вот на вот этой настройке, а вы обязательно напишите ваше мнение и то, что вы услышали в комментариях, какой же режим работы данного микрофона по качеству звучания голоса вам больше нравится. На задней стороне микрофона два регулятора. Один отвечает за чувствительность микрофона, а второй за громкость мониторинга звука в режиме реального времени в подключенном устройстве. Поскольку микрофон конденсаторный с кардиоидной диаграммой направленности, очень важно грамотно настроить его чувствительность и выбрать оптимальное расстояние от вас до микрофона, ведь он способен улавливать даже самые мельчайшие посторонние звуки. На лицевой стороне микрофона находится очень большой переключатель, такой мы видели в микрофоне Fifine Ampli-Gain AM6. Этот переключатель регулирует громкость соотношения сигнала с микрофона к громкости сигнала с вашего компьютера, то есть миксует уровень мониторинга со звуком с компьютера. Микрофон в данный момент в DNS стоит около 5500 рублей. Ссылочка в описании в закрепленном комментарии. Обязательно пройдите, ознакомьтесь. На мой взгляд, это очень немного, если учесть то, что данный микрофон обладает характеристиками практически профессиональной студийной аппаратуры. На мой взгляд, микрофон является очень крутым последователем AM6, на который мы тоже с вами смотрели из серии Ampli-Gain, а микрофон Tank 3, мне кажется, последователь AM8, очень популярного динамического микрофона из серии Ampli-Gain. Поскольку микрофон конденсаторный с кардиоидной диаграммой направленности, я вам предлагаю провести несколько тестов. Во-первых, пока он у меня установлен на пантограф, рядом механическая клавиатура, я сейчас попробую сымитировать процесс игры, да, или какой-либо деятельности на компьютере, понажимать на клавиатуру, на мышку, и мы услышим то, как вас будут слышать ваши собеседники, сокомандники во время какой-нибудь там игры или любого другого действия. Ну, на самом деле у меня очень звонкая клавиатура. Чувствительность микрофона сейчас выставлена чуть ниже среднего, поэтому если вы попробуйте с этим поиграть, с расстоянием от вас до микрофона, я думаю, что всего этого можно будет избежать, но не так, как этого можно сделать с динамическим микрофоном. Все-таки это конденсаторный, и он будет прекрасно слышать, что происходит вокруг вас. Сейчас давайте попробуем установить этот микрофон на вот такую вот подставочку в комплекте. Кстати, она единственный элемент вообще из всего комплекта конструкции микрофона, который выполнен в пластиковом корпусе с прорезиненными ножками, но внутри, судя по весу, все-таки есть какая-то металлическая пластина, само собой, для того, чтобы микрофон был устойчив. Итак, микрофон установлен на столе. Я прошу прощения, если, может быть, вдруг чувствительность я не прибавил, и сейчас вы слышите меня немножко хуже из-за того, что я дальше нахожусь к микрофону. Все-таки как же с пантографом, вот оно удобно, когда он у тебя здесь висит, подставочка маленькая, низенькая, и вот он находится прям достаточно далеко от вас. Тот же самый, ребятушки, эксперимент. Ну, я думаю, что вы прекрасно услышали, как это все звучит. Я, с вашего позволения, дальше продолжу. Не буду уже его устанавливать на пантограф, потому что мы потихонечку заканчиваем, а буду его держать просто вот так вот на руках перед собой. Кстати, из-за того, что диаграмма направленности капсуля данного микрофона кардиоидная, я сейчас попробую поговорить с одной стороны в него, с другой стороны, и даже сзади, и вы прекрасно слышите, что самая четкая точка записи располагается именно по направленности на лицевой стороне данного микрофона. И еще хочу отметить, что вот здесь вот на ножке крепления данного
Микрофона есть резьба на 5/8 и 3/8 дюйма, что позволит вам без проблем и каких-либо переходников зафиксировать данный микрофон практически на любой микрофонной стойке или пантографе. Ну а познакомиться с этим микрофоном еще более подробно, а также приобрести его вы сможете по ссылочкам, которые находятся в описании к этому ролику и в закрепленном комментарии. Ну а у меня на этом все. Надеюсь очень, что с выбором кому-то помог. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, не болейте, будьте здоровы, берегите себя и близких. Всем удачи, всем пока.